Basquiat Tattoo. Всем привет, с вами Елена Баски. Сегодня со мной Дмитрий Бабахин, человек, которого я, в общем-то, хотела, честно говоря, пригласить первым, но человек неуловимый, то на Чукотке, то еще, знаете ли, в теплых странах. И вот, наконец-то, мы вместе в рамках конвенции снимаем в горе Пуфиков, и это тоже прекрасно. Про теплые страны круто, конечно, да? Я бы очень хотел. Но пока нет. Но пока вот что-то Чукоткой... Ну ладно, об этом мы еще поговорим. Давай знакомиться. Для тех, кто тебя не знает, расскажи, как ты попал в профессию и почему ты выбрал именно такую стилистику. Дима, 38 годиков. Слово «профессия» очень для меня странно, потому что то, чем я занимаюсь, я не ассоциирую с работой, профессией. Я много раз отвечал на этот вопрос. Это звучит ужасно пафосно, но тем не менее. Это правда, это то, чем я живу. Потому что мне интересна культура Океании, культура Полинезии, культура конкретного маленького кусочка Полинезии. В том числе татуировка. Да? Так исторически сложилось, что в 14 лет я прикоснулся к этой магии сначала в качестве носителя, потом мне стало интересно и в качестве человека, который портит друзей и соседских вот этих всех товарищей. И это настолько плотно вошло в мою жизнь, что вот с того момента это, наверное, то, чем я занимаюсь. Я прошел множество ступеней, в каких стилях я работал, я делал все, потом я делал не все. В итоге я пришел путем долгих проб и ошибок, пришел к тому, что я хочу заниматься именно тем, что мне нравится. Потому что это приносит больший фидбэк, да, какой-то и для меня, и для людей. Потому что когда я отдаюсь полностью и делаю то, что мне правда нравится, и вкладываюсь на 100% в каждую работу, я надеюсь, что люди это видят, и, соответственно, те эмоции и тот результат, который я получаю, для меня это очень важно. Поэтому я делаю то, что я делаю. Сказать, почему именно это, я не могу. Может, какие-то детские травмы, впечатления? Детские травмы, безусловно, да, вот это Жюль Верн, Майн Рид, Стивенсон и прочая вот эта вот компашка. Страсть к путешествию. Безусловно, да, сделали свое дело. Морские регаты в детстве до 18 лет сделали свое дело, все это сделало свое дело. В какой-то момент я понял, что мне это нравится эстетически, да, то есть как это выглядит. Я начал копать глубже, копаю до сих пор. Сразу тогда вытекает логический вопрос, который я хотела задать, может быть, в середине, но раз уж так пошло. Как ты считаешь, почему важно, в принципе, людям изучать историю, а татуировщикам историю татуировки? И нужно ли им это? Может быть, надо колоть бесконечность и не париться? Я уверен, что каждому нужно то, что ему нужно. Кому-то копать, а кому-то колоть бесконечность. Понимаешь, потому что тот, кто получает истинный кайф от того, что он колет бесконечность, кладет какую-то копеечку, вечером приходит, не знаю, там, к семье или идет, пьет пивко с друзьями и получает от этого истинный кайф, но это же тоже круто. Ну, такие люди тоже нужны. Главное, чтобы счастливые они были. Профессии, да, и насколько, ты не заставишь никогда такого человека учи историю татуировки. Зачем? Ну, считается, если ты занимаешься каким-то таким стилем, который долго существует, вроде как надо бы знать истоки, откуда он идет. Хотя у кого считается, тоже, да, вопрос? Ну, это знаешь, как, я не знаю, каждый врач должен учить историю врачебного дела. Угу. Какая-то такая очень странная. Должен кому, должен чего. Философский вопрос пошел. Я поняла. Никто никому ничего не должен, мне кажется. Просто либо ты кайфуешь от того, что ты делаешь, либо нет, либо ты относишься к этому просто как к работе, когда ты в 12 пришел в студию, до 7 отсидел, и тебя не парит ничего, в принципе. Ну, а в твоей компании каких больше мастеров? Кучкуются с рисующими или тебе все равно? Естественно, мне интересно общаться с людьми, с которыми я могу обменяться какой-то информацией. Потому что, я говорю, для меня это не работа, да, то есть были долгие периоды, когда там это не то, что не приносило мне денег, да, когда я не очень, в принципе, думаю о деньгах на самом деле.
Потому что если ты начинаешь думать о деньгах, начинаешь думать о своей зарплате, ты на этом очень сильно зацикливаешься, и, в принципе, где то творчество? Ну, если ты в первую очередь честен сам с собой, это очень важный момент, и паришься в первую очередь по поводу того, чтобы сделать круто, неважно, эстетически, там, смысловая нагрузка, ну вот просто выложиться, ну, все остальное придет. Насколько часто ты доволен законченной работой? Есть этот перфекционизм? Слушай, ну перфекционизм немножко достает иногда, но, ну, опять же, это будет пафосное изречение. Но если возникнет какая-то работа, в которой я буду доволен на 100%, мне кажется, пора перестать татуировать. А у тебя не бывает такого? У меня бывает, иногда клиента сделаешь, и такой думаешь, ну, побудь еще в салоне еще какое-то время, я посмотрю. Ну, то есть как-то я не могу отпустить сразу человека, потому что уже как-то сродняешься с ним, с татуировкой. Слушай, Какие-то проекты такие значимые, может быть? В принципе, для меня достаточно важные любой коннект. Ну, то есть я не могу прям выделить. Естественно, есть работы, на которые я потратил там в 10 раз больше времени. И, естественно, мы с клиентом стали там в 10 раз ближе, да? Ну, это естественно. С кем-то мы сделали 2 сеанса, но это не значит, что он для меня менее важен, как тот, с кем мы сделали там 20 сеансов. Потому что именно благодаря этим людям, благодаря их интересу к моему творчеству, к истории там, культуры, вот того, чем я занимаюсь, мы с ними сошлись, и я очень им благодарен за это. Ну, это какая-то глупость, я, конечно, скажу, но ну, клиенты это, наверное, ну, это некий мостик, да, то есть только благодаря им ты можешь реализовывать какие-то вещи. А какие вещи реализовывать, это уже зависит от степени доверия. То есть для тебя это тоже важно какая-то, как подбираются клиенты к тебе? Понятия не имею. Не ведешь статистику, знаешь, сейчас модно типа записывать. У меня тоже вот что-то как-то. Нет, ну просто приходит Бывает. человек, ну, в любом случае мы сначала общаемся. Иногда мы общаемся очень долго. Ну, ты просто понимаешь, ну, у тебя есть коннект или нет. Когда нет коннекта, Какой типа смысл? Это не стоит того, потому что со стороны клиента это большие трудозатраты, энергозатраты, финансовые затраты. С моей стороны это прям моральные трудозатраты, да, физические. Ну, потому что для меня это непростой продукт. Я все-таки отношусь к этому достаточно, может быть, я не знаю, это какой-то детский взгляд, но для меня это прям вот энергетический обмен. Но это очень важный момент. Этой фразой, мне кажется, мы возвращаемся опять к основам, то, что в древности, наверное, это все-таки были какие-то ритуалы, правильно? Посвящение. Ну, то есть это именно как раз вопрос этой энергетики, про который, может быть, сейчас кто-то не задумывается, думает, что я просто наколол. Как вот раньше люди Слушай, я делали. очень много думал по этому поводу, потому что мне это интересно. В принципе, на мой взгляд, татуировка всегда имела социальный статус. Можешь оплатить хорошего татуировщика, да, получаешь лучший результат. И это было всегда. Это было тогда, чем больше ты заплатил мастеру, тем красивее твои линии, тем больше у тебя татуировка, тем лучше ты производишь впечатление. То же самое сейчас. Ну, ты можешь сделать татуировку за какую-то маленькую сумму у непрофессионала и получить на всю оставшуюся жизнь вот клеймо свое социальное, да, грубо говоря. Либо сделать что-то по ошибке, а можешь сделать это так, что, ну, это же видно. Любой может отличить, ну, на самом деле, будучи честным к себе, он же может отличить плохую работу от хорошей, или средненькую и обычную от, ну. Ну вот вспомнилась история неожиданно, буквально недавно, боюсь наврать имена. В общем, какой-то просто художник, не татуировщик, он нарисовал какой-то просто мега, как будто ее переехали вагоном, вот такую птичку, и какой-то звезде они сделали за $20 000, и типа вот это его арт на ее теле, и типа с 20-ка, и ты такой, что... Но зато вот, она смотрится криво, капец, вообще нереально. К вопросу в нынешнее время Инстаграма иногда очень сложно становится вот эту ценообразование человеку понять. Смотри, во-первых, ну, я уверен, что есть гораздо более глупые вещи, на которые она потратила 20-ку и не один раз. Это звезда. Красиво.
Ну, как бы, да. во-первых. Во-вторых, смотри, ты уже рассказала некую историю, да, подводя вот к этому. Ну, то есть это был какой-то экшен, ну, какое-то событие, у которого уже, ну, он оброс историей, у него есть определенная история. Как Покрас Лампас все время упоминает 20-очка, манифест. Да? Если бы еще что-то написали, это было бы уже все. Ну вот, опять же, ну вот ты хочешь поговорить о ценообразовании татуировки? Ну, Это можно... такой вопрос, который... Он очень скользкий, на самом деле. Он очень скользкий, потому что, с одной стороны, безусловно, для меня до сих пор не очень понятно, сколько мне нужно брать денег за мою работу. Потому что, ну вот объективно, да, я трачу дофига времени, я трачу дофига своих эмоций, своих знаний. Те татуировки, которые я делаю, там, может быть, там, за 2 часа, да, кто-то другой будет делать их за 6 часов. И те, кто платит за 2 часа, они платят за все те десятилетия, что я учился делать это за 2 часа, а не за 6. Понимаешь, да? Конечно, Вот. И мерить татуировку в деньгах для меня до сих пор это очень... Ну, с одной стороны, я смущаюсь. Ну, то есть я достаточно скромный парень на самом деле, и мне достаточно сложно там назвать какую-то цену, которую я бы правда хотел взять. Потому что, ну, когда ты, я не знаю, там сделал 5-часовой сеанс, ушел клиент, и у меня бывает, что я сел на кушеточку и посидел 20 минут просто потому, что я отдал все. Ну, понятно, да? такой я пустой, да. Да. Как это измерить в деньгах, вот эту пустоту, а при том, что у меня есть семья, которой мне нужно вечером вернуться и такой: папка пришел. А иногда бывает, что вот этого папка пришел, сил-то уже и нету. Как это в деньгах измерить? Не знаю. Ну, и это правда. Ну, это вот непридуманная история. Мерить в айфончиках, ну, там, в машинах, ну, не знаю. Вот это, поэтому, мне кажется, татуировка должна стоить дорого. Вот лично мое такое понятие. Потому что очень многие повторяли эту фразу: это роскошь. Ну, это правда роскошь. Ну, это всегда было. Это ты можешь без этого спокойно жить. Это не пропитание, это не одежда. Это роскошь. Если ты можешь себе это позволить, круто. Если не можешь, значит не можешь. Ну, что делать? Ну, опять же таки, только татуировку ты делаешь раз и навсегда. Так я про это и говорю, да. Ну, вот, дом ты раз, можешь продать, машину ты через 10 лет поменяешь, ты можешь ее разбить, ты можешь поменять украдут. Пол, в конце концов. Мне кажется, пол поменять проще, чем вывести рукав профессиональный. Это правда. Ну, это будет и дешевле, и проще. Согласна. В нынешнем. Согласна, реалиях. в нынешних реалиях. Ну хорошо, давай возвращаться в то время, когда за татуировки платили хлебом, коровами и девами, возможно. Ну, почти, да. Расскажи, ты упомянул, что да, тебя интересует океания. Как обычному человеку, среднестатистическому, хотя бы приблизительно начать отличать маори там, от самоанских татуировок, Полинезия, вот Маркизские острова? Что это вообще все? Маури, извините. Слушай, ну вообще это курс географии школьный. Визуально. Насмотренность. Инструменты, может быть, Слушай, они разные. тут, понимаешь, вопрос, зачем ему это нужно? Вот, кстати. Вот, то есть ты можешь китайскую татуировку от японской отличить? Ну, думаю, нет. Ну, Потому есть что тебе это, наверное, не очень нужно. Ну, возможно. Ну, по драконам, по количеству пальцев и так далее. Но, возможно, это как-то можно. Я не знаю, я просто привел пример. Я да? просто задумалась тоже. Вот, то же самое. Человек, которому это не нужно, как бы ему это не нужно. Человек, которому это нужно, ну, он найдет всегда пути, как это сделать. Он придет к какому-то мастеру, да, и скажет там, как обычно у меня это происходит, да, то есть ко мне приходит, допустим, потенциальный клиент и говорит: я хочу Полинезию, или там, я хочу Полинезию. Здравствуйте, во-первых, Полинезию. Да. Потому что Индонезия, Меланезия, Микронезия, Полинезия. Не говорите Индонезия, no, Индонезия. Смотрите, вот Полинезия — огромный географический регион. Само понятие полинезийская татуировка или полинезийский орнамент, оно не очень корректно, потому что вот этот географический регион гораздо больше Европы в несколько раз. По аналогии мы можем сказать европейский орнамент. Что это значит?
Да, Ничего. вообще. Потому что это может быть скандинавский орнамент, может быть греческий, и это разные культуры, разные языки, разное все. То же самое здесь. Островные группы, которые имеют разный язык, разную культуру, разный визуальный орнамент, разные инструменты. У меня в студии висит 4 картинки на стене, вот самые вот прям популярные и различные. Да? Вот орнамент Маркизских островов, Новая Зеландия, Маори, Самоа, Борнео. Я говорю, видите разницу? Вот. Ну, там наглядно. Да. Вот то, что делаю я, это картинка номер 1. Ну, Вот если вам эстетически нравится вот это, мы продолжаем разговор. а вот, кстати, сразу прям задам вопрос в лоб. Ты разрешаешь человеку треугольнички? Там, я хочу треугольнички, чтобы не 10 было треугольничков, а 9. Ну, а почему нет? Как любой этнический орнамент, то есть орнамент какого-то этноса, этот орнамент, он имеет значение. Другое дело, что это немножечко вот такая вот история, потому что это значение, оно может трактоваться немножко по-разному. И это обусловлено тем, на самом деле, что у этой культуры не было письменности. И основной способ передачи информации – это оральный, это резьба и это татуировка. И какая-то символика татуировки, она, естественно, взята не так, что кто-то решил, что это вот. Это очень тесно связано с мифологией, с легендами, с образом жизни, с наблюдениями за окружающей средой. Да? И, например, там, да, образно там, черепаха, она может иметь несколько значений, просто потому что о черепахе может быть несколько историй. Еще, наверное, по регионам тоже, да, как-то? Вот Не, я говорю сейчас, вот, например, вот именно. конкретный вот один регион, но может быть несколько историй, связанных с черепахой. В одном она себя проявляет так, а в другом она себя проявляет так. И, соответственно, ты можешь, ну, варьировать эту историю и вот брать либо эту историю, либо эту. Есть нюансы, да? Я забыл, с чего мы начали. Я уже увлеклась символизмом, это моя любимая тема, поэтому продолжай. Как вырос этот вопрос? Про то, что разрешаешь ли ты клиенту как-то варьировать дизайн. Соответственно, есть для меня татуировка, вот лично для меня, удачная татуировка. Это комплекс выполненных задач. Что для меня важно? Естественно, эстетическая составляющая, как он нарисован. Смысловая нагрузка, безусловно. Правильный размер, правильное расположение на теле, связь с анатомией, куча всяких моментов. Когда все это складывается вместе, на мой взгляд, получается лучший результат. Когда где-то ты профилонил в одном моменте, ну, то есть, соответственно, да, все понятно. А история клиента – это тоже очень важный момент, да, поэтому мы все это проговариваем. Что вы хотите сказать своей татуировкой? Миру, себе. Мы это прописываем на листочке. Не просто потому, что у меня память плохая. Ну, на самом деле, и для человека это очень тоже это очень хороший момент. фильтр, когда он пишет, безусловно, да. То есть это трюки. Да. Вот. Если он хочет 9, если для него это важно, почему бы нет? Если это, ну, прям не портит какую-то визуальную концепцию, ну, я ж могу вместо 10 нарисовать 9 треугольников. А если он хочет свою баллонку Зину впихнуть? Если баллонка Зина имеет какое-то выдающееся влияние на культуру Маркизских островов, и ее история запечатлена там, я не против. То есть один из главных моментов — использовать правильно уже, ну, как бы, то, что было там, в общем-то. Да. Вот это важно обозначить, потому что, мне кажется, у нас народ любит медведей. Медведи в Полинезии. Да, и медведей, быков, волков и прочего. Я этим не занимаюсь, потому что я говорю, да, татуировка для меня — это лишь небольшой аспект культуры, которая мне интересна в целом. Соответственно, я пытаюсь максимально, насколько это сейчас известно, там, с научной точки зрения, с опытной точки зрения, насколько много мы знаем об этой культуре, придерживаться вот именно этого русла, да? Делать, как это делали раньше. Вот мне это очень интересно. Вот это лично мой какой-то загон. То есть кому-то может быть интересен симбиоз, да? Делать там русского медведя в полинезийском, рисовать там в каком-то орнаменте. Мне это не очень интересно, просто это не моя история. Моя история — это вот максимально традиционный путь, скажем так, да. При том, что я не работаю традиционными инструментами, потому что ими никто не работает на самом деле, а
в мире. А что вообще. служило традиционными инструментами, из чего делали? Именно вот если мы Маркизские острова рассматриваем. Ну, все то же самое. Дерево, кость. Просто они имели достаточно специфическую форму. Опять же, это по той информации, которой мы владеем, да? По тем инструментам, которые остались из каких-то там коллекций матросов, путешественников и прочее, из записей. Такой формы инструментами сейчас не работает никто, потому что все полинезийские традиционные инструменты, которые сейчас используются для работы немногими мастерами, которые это делают, это самоанские инструменты. Потому что именно самоанские ребята начали продвигать эту культуру, начали учить других ребят с других островов делать это, соответственно, учить это, как это делать именно их инструментами. Есть вот буквально несколько человек в мире, естественно, original natives, маори, кто работает маори инструментами. Все остальные работают самоанскими инструментами. Гавайцы, маркизцы, В общем, что таитянцы. удобнее, то, в принципе, использовать. Как научили, Ну или так, что да. в руки дали, То и пошло. то и да. Хорошо, что я биотеком не продолжаю работать, как 15 лет назад. Ну, я пробовал. Ну, я пробовал, но это немножко не моя история. Опять же, эстетически, физически, знаешь, как это сложно. Я на следующий день не мог встать, я не мог подняться, у меня болела спина, у меня отваливались ноги. То есть просто вот посидеть на полу 5 часов, ну, нет. Ну, знаешь, Тяжело. есть такая баечка. Вот просто ты человек, который работал традиционным инструментом. Это, конечно, традиционный инструмент, а немножечко не то, что я имею в виду. Сейчас ребята берут иглу, покупают готовый там бар с иглами и делают, ну, типа тебори. И мне иногда доказывают... Тебори? Ну, типа они это называют так. Ну, это так и называется. Типа, самое интересное, что они теперь это называют как стиль татуировки. Или хэндпок ты имеешь в виду? Нет, они это называют именно тебори. Ну, типа, вот мне пишут, Я не Лена, слышал такого. запишите видео про стиль тебори. Ну, короче, в любом случае, мы можем и хэндпок к этому отнести, именно вот этот новый молодежный. Ну, я думаю, ты понимаешь, такие там всякие маленькие штучки. Вот, и, собственно, мне тут девушка одна рассказывала о том, что вот если сделать на ушной раковине вручную, то не поплывет пигмент. Понятия не имею. Ну, ты как вот заметил, рука как бы сильнее трясется, когда ты работаешь вручную, либо вот машинкой, например. Ну, то есть вот к вопросу о том, что... Я понял твой вопрос. Есть чуваки, которые работают традиционным вот этим самоанским инструментом так, как многие не могут сделать машинкой. Скажем, скорее вот так. всего, они лет 30 уже так работают. Безусловно. Вот в этом как бы фишечка, мне кажется. И вот если, я уверен, они сделают что-то на ушной раковине, то это останется на века. Ну, это вопрос просто понимания процесса. Есть много молодых ребят, которые понимают процесс, а есть много старых чуваков, которые не понимают Вообще процесс. ничего не понимаю. Ну, согласна. Ну, опять же, смотри, вот такая история, если брать инструмент, не знаю, насколько это интересно будет или нет, традиционно иглы для, вот, например, даже самоанских инструментов, они делались из кости. И сейчас вот такими костяными иглами, я считал, я забыл, 5 или 6 человек в мире. И то они тоже постепенно уже готовы переходить. То есть все равно приматывают премейды, да, то есть готовые иглы. Потому что самоанцам официально запретили делать костяными иглами, потому что департамент здравоохранения Самоа Красиво, да, звучит? выпустил, бюллетень, что это не гигиенично. Ты же не можешь кость проавтоклавировать. Не можешь. Мало того, в порах кости там может быть очень много всякой бяки, и сама структура кости настолько отвратительна на самом деле. И вдруг что... она расколется? Типа, да, наверное, что типа просто это 99% того, что твоя татуировка будет infected. Ну, такое. Вот, да. Ну, то есть, как бы, в принципе, это никого не пугало раньше, но сейчас все Сулуап, Family и прочее, все работают премейдами. Поэтому, насколько это традиционный инструмент, вот, например, тоже вопрос, да? С другой стороны, когда произошли более тесные контакты с европейцами, там, в XVIII веке, и чуваки узнали о металлических иглах, даже на той же самой Чукотке, естественно, все начали делать это
металлическими иглами, потому что это проще, быстрее, ну, как бы острее, Да. и делать ничего не надо. Ну, ты взял иглу и пошел. Не надо точить вот это вот все. Хорошо, давай еще затронем такую тему. Тоже у нас это было вне камеры, немножко мы с тобой это обсудили. По поводу того, что в какой-то момент татуировка исчезала, потом она опять появилась, и с чем это связано. Смотри, я могу дать такую краткую историческую справку касательно, например, именно Маркизских островов. В конце 16 века они были открыты. На момент первых контактов в этой островной группе, ну, опять же, насколько мы можем верить там подсчетам и исследованиям, проживало порядка 150 тысяч человек. К концу 19 века их осталось 1,5. Болезни, рабство, войны междоусобные, которые стали гораздо более кровопролитны, когда европейцы принесли им огнестрельное оружие в своих же интересах. Поэтому, ну, вот сама ситуация, она немножко не до татуировки, да? Ну да, как-то было, видимо. Вот. Мало того, конкретно на Маркизских островах, когда они получили французский протекторат, что-то у меня сегодня с кофе. Четенько. Я могу ошибаться с датой, но, по-моему, это был 1856 или 1859, вот что-то в той области. Татуировка была официально запрещена, потому что языческая фигня и негожая. Ну, то есть с религией. Да, миссионеры пришли, всех одели, татуировки делать запретили, и, собственно, вот. Соответственно, последние люди, то есть, естественно, они делали татуировки, да, там как-то outlaw, да, вот это из-под тишка все, но это уже не носило такой массовый характер, как ранее. Мало того, миссионеры очень круто сработали, и потому что такой образ мысли, такой образ жизни у них, в принципе, был и остается, что они очень верующие люди. И при смене нескольких поколений миссионерская деятельность настолько вот подменила их основную религию на свою, что они до сих пор крайне религиозные люди на самом деле. И все вот это вот язычество старое, оно как бы, они относятся сами, ну, к этому вот немножечко вот так. Соответственно, последние представители, которые были задокументированы, это начало 20 века. Это прям совсем старенькие бабушки и дедушки, которых этнографы запротоколировали, и все. На этом все обрывается. То есть, естественно, несколько поколений просуществовало без знания о татуировках, без... Ну, то есть какая-то, может быть, информация передавалась, они же видели там гравюры, фотографии там родственников, ну, да. что-то подобное. Но когда произошла так называемая опять революция, вот это, когда это все стало модно и популярно, и они поняли, что таким образом это они могут получать деньги с туристов, например, да, то есть как танцы, татуировки, что мы можем еще из своей культуры монетизировать, да, как сейчас говорят. Вот. Когда это все начало развиваться опять, выглядеть это стало, безусловно, совсем по-другому. Смысловая нагрузка, естественно, стала немножечко другой. Ну, то есть это стало по-новому. Да? То есть есть традиция, которая делается сейчас, которая через 100 лет будет восприниматься как традиционная. Но это в корне отличается от того, что было 200 лет назад. И в свою очередь это очень сильно отличается от того, что было 300 лет назад. Потому что если взглянуть, допустим, на гравюры, которые мы представляем здесь, да, того же самого Ивана Федоровича Крузенштерна, который на самом деле очень много сделал для документации именно маркизской татуировки. То есть его кругосветное путешествие оставило огромный отпечаток. 99% всех гравюр, рисунков XIX века — это репринты с путешествия Крузенштерна. Мало того, за то непродолжительное время, которое они были там на острове Нукухива, на одном из островов маркизской группы, они умудрились даже записать значение татуировок. Вот. То есть есть прям конкретный лист с циферками. Один, там, то-то.
2, то-то. Не факт, что сами эти знают. Третье. Так и не поняли, что это значит, узнать не удалось. Ну, то есть в таком духе. Тем не менее, да. Очень много он сделал. И если посмотреть на то, как это выглядело вот тогда, да, 1804 это был, и как это выглядело позже, когда в конце 19-го, начале 20 века, там, например, немецкие этнографы это фиксировали уже на фотопленку, например, это абсолютно разные вещи. Это абсолютно разные стили, это абсолютно разная гармония, баланс, все разное. Ну, то есть, почему это произошло, неизвестно. Каждый художник частичку себя добавлял. Не настолько. То есть вот настолько кардинально, что, что произошло, непонятно. Есть несколько теорий, да. Этими теориями занимаются ученые. Прям копают архивы, делают какие-то предположения. Собственно, это то, что интересно мне. Да? То есть вот как параллельное занятие с татуировкой, не то что параллельное, они дополняют друг друга. Да? Я вот люблю копаться во всей этой старой... Под слоем пыли. Да, истории и, соответственно, открывать что-то новое для татуировки в том числе. Именно таким образом ты стал своим среди чужих? Ну, насколько мне известно, ты достаточно известный мастер там. Слушай, и бьются местные у тебя. Честно говоря, я не знаю. Да, я могу сказать, что очень много именитых мастеров оттуда имеют татуировки от меня. Для меня это очень большая честь. Чем я это заслужил, не знаю, наверное, честностью. У меня было пару таких прям разговоров с ребятами, когда они такие там, там, ты хочешь быть полинезийцем? Я говорил, не-не-не, ребят, я не хочу быть полинезийцем. В принципе, я русский, да? Мне интересна ваша культура. Да блин, я потратил большую часть своей жизни на это изучение, адаптирование это к татуировке, делание татуировок в таком стиле, да? Мне это интересно, но там быть полинезийцем, взять полинезийское имя, одеть там борос перьев и там, я не хочу, это не мое, да? Я больше там музейная крыса. Ну и к деревьям-то, к березке-то обнять. И как-то после этого разговора чуваки такие, типа, наверное, да. Я предельно честен был, да, всегда. И стараюсь быть, особенно с ними и вообще. И поэтому как-то вопросов никогда не возникало. То есть, мало того, я человек достаточно прямой, люблю иногда немножко пошутить по-черному, и поэтому иногда на конвенциях у меня прям были такие, не то что батлы, дружественные батлы, да, с чуваками, особенно оттуда, когда там, а что это значит? И он там рассказывает тебе такую историю, и ты такой, бро, серьезно? Смотри, это же вот так и так. И он такой. Бабахин. Развеял всю ауру красивую. Есть такие истории, это прикольно, наверное, поэтому, не знаю. Хорошо, тогда давай вкратце про... У меня была такая история, я использовала фотографию Маори в одном из выпусков про историю татуировки, и мне написала русская женщина из Новой Зеландии, что я оскорбляю культуру, и вообще русская сволота, заменила слово, белокожая, вообще порчу культуры. Причем, россиянка, она просто переехала туда, в Новую Зеландию. Я знаю, что она, видимо, поддалась какому-то общему флоу, безусловно. Что там за флоу такой? Ну-ка. Потому что, мне кажется, что настоящие маори за нее могли бы с нее спросить, чего это она впрягается за маори-культуру. И не обалдела ли она, белолицая сволота. Впрягаться вместо них. У них образ жизни такой агрессивный, я так понимаю. Слушай, правильно? да, это особенности культуры, это вот прям горячие парни, которые при этом с большим сердцем, при этом очень четкой, узнаваемой культурой, но вот так. У них жизнь — это постоянный челлендж, это постоянная битва. То есть не зря это танец. вот все. Это битва, они сражаются в Инстаграме,
Они сражаются... Современные битвы, знаете ли. Слушай, а это прям, это, ну, насущная история. Я не знаю, как они это сделали. Я приведу простой пример. Есть традиционная татуировка маори, она называется пухоро. Она начинается вот здесь и заканчивается вот здесь. Это такие своеобразные шортики маорийские. И ребята, которые там вот тру, да, они, соответственно, очень много выкладывают этих работ. И в определенный момент случился большой скандал, когда роботы Инстаграма посчитали, что это фотографии типа... порно-контент. Да, и они начали их удалять, блокировать этих ребят, и ребята там, естественно... Что? Это наше культурное достояние? Типа, ну, что это мы должны прикрывать чем-то? Это наша гордость. Типа, да, ну, да. Я не знаю, как они это сделали, но теперь они выкладывают это на Фейсбуке и в Инстаграме, и все у них в порядке. Вот сегодня я делал приблизительно похожую форму. Вот просто пример вот из жизни, да. У меня у мальчика шорты, я, значит, его сфотографировал, он хозяйство придерживает руками, ничего не видно. Попа с той стороны, да, то есть вот просто фотография. Я выложил ее в сторис, у меня ее удалили, мне пришло оповещение, что типа нарушает наши правила. Я читаю правила, ну, то есть сексуальный акт — нет, попа — нет, гениталии закрыты. Мне один раз за пальцы блокировали. Я держала эскиз пальцами, и меня заблокировали. Я подумала, что, наверное, какие-то специальные пальцы у меня эротические. Ну, то есть я просто вот у меня вопрос к маори чувакам. Как вы это сделали? Ну, то есть, ну, это вот я говорю о том, что, ну, какая-то культура. Она очень боевые ребята, но при этом есть свод правил, опять же, да, которые, если ты не нарушаешь относительно их культуры, все будет в порядке. Если ты и у тебя есть какие-то сомнения, ты хочешь завязать какой-то вопрос с маори культурой, спроси. Вот всегда, вот с маори ребятами лучше всегда спросить. Вот есть авторитетные ребята, которые очень легко идут на контакт, особенно там по каким-то спорным вопросам. Ребят, можно я вот сделаю то-то? Можно ли я сниму выпуск? Можно ли там, вот мне это интересно? Ну, как бы, это работает, да. И при любой спорной ситуации, в таком случае, ты можешь сказать: ребят, я разговаривал вот там. Ну, понятно. Спросите у старшова. Вот как у нас, в принципе, тоже там, в горах. Так и работает. Примерно и происходит. Да? Были ли какие-то лютые случаи? Кто-нибудь кого-нибудь съел? Да. Ну-ка. Слушай, ну, вопрос каннибализма, ну, в Полинезии и там на Маркизских островах в частности, это открытый вопрос, да, потому что, опять же, огромная часть информации — это порождение мифов матросов, там, миссионеров 18-19 века, и очень много придумано и высосано из пальца. С другой стороны, безусловно, это было. Что это было и как это было, я думаю, сейчас даже они сами не могут на это ответить. Определенный какой-то переходный момент в культуре, в восприятии мира. Это было практически везде, да? Так или иначе, какие-то первоначальные общества с этим сталкивались. Съесть сердце врага для того, чтобы получить его храбрость, отвагу и прочее, прочее. Бывают, конечно, в каждой культуре, в каждой нации бывают люди не очень здоровые. Ну, да. Я могу ошибаться, лет 15 или 10 назад, вот где-то приблизительно в этом отрезке, был случай, когда один маркизец убил и съел немецкую, по-моему, это была немецкая пара, при том, что он, я могу ошибаться, я давно читал эту статью, но это был какой-то там скандал большой, да, в то время. По-моему, он был фотограф, в общем, что-то там было связанное. В общем, они исследователи, да, были такие, получается? Полуисследователи, то есть не ученые, а что-то типа фотограф National Geographic или там, ну, подобного плана. И маркизец, который их убил, к сожалению, да, я сейчас могу что-то перепутать, по-моему, член олимпийской сборной от Маркизских островов по гребле, что-то там такое. И вот в какой-то момент его переклинило, он захотел, опять же, насколько это подавало
пресса французской Полинезии, да. Я не могу ручаться, что это было на самом деле, какие там были мотивы у него и правда. Но как писали их газеты, что вот в какой-то момент его переклинило, и он решил, что вот нужно сделать так, убил и съел. Ну, это единичный случай, это, наверное, единственный случай за последние 100 лет, может быть. Ну, то есть вообще невозможно, это не связано с тем, что он маркизец. Просто у нас вон тоже бабуля недавно съела мужа. Парня, да, наверное. Я смотрю такие передачи. Ты много путешествуешь, я уже сказала. Что за путешествие в Чукотку? Рассказывай. Зачем оно тебе надо? Зачем оно мне надо, я тебе не отвечу на этот вопрос, потому что я сам себе не могу ответить на этот вопрос, зачем мне это надо. Какое-то количество времени назад я решил, что мне интересно было бы посмотреть на людей, которые носят до сих пор татуировки, сделанные в закрытых сообществах, традиционными инструментами, которые живут и варятся в каком-то традиционном сообществе. Таких мест на планете осталось не очень много на самом деле, потому что с нашей глобализацией, цивилизацией и развитием всего прочего мест не так много. А во что в итоге выльется этот проект, я не знаю. Будет это выставка, будет ли это книжка, посмотрим. Первое подобное путешествие у нас было с таким небезызвестным в тату-мире товарищем Травелин Миком. Мы с ним ездили в Непал, у нас было несколько пунктов, таких достаточно отдаленных от Катманду, от центра деревень, где до сих пор живут бабушки, которые имеют традиционную татуировку. Нам было интересно с ними поговорить, поснимать, зачем, что, почему. Когда мы прилетели в Катманду, произошло сильнейшее землетрясение, сильнейшее за последние 80 лет, что немножко, конечно, подурезало наши планы. Тем не менее, мы все-таки в одну деревню из запланированных 3 мы доехали. Было очень круто. Я сейчас жалею, что я не задал половину вопросов, которые у меня родились уже после. Но это был очень крутой опыт. И я решил его повторить. Решил его повторить на территории нашей необъятной родины. Дело в том, что Чукотка, собственно, где живут чукчи, часть инуиты и эскимосы, у которых эта традиция была очень развита какое-то время назад. Есть такой, опять же, очень известный тату-антрополог, этнограф в тату-сообществе, которого зовут Ларс Крутак, очень многие знают его как тату-хантер. Он был на Аляске, то есть на той стороне Чукотки, фотографировал точно так же последних бабушек, которые там были и носили эту традиционную татуировку эскимосскую. К сожалению, последние представительницы именно того поколения, которых он снимал, они умерли в 2002 или в 2003 году. Там этих людей не осталось. Порядка 2 лет мы искали бабушек на Чукотке. Мы их нашли. У меня сейчас я очень устал, поэтому, по-моему, мы их нашли 6 или 5. Прям... Совсем чуть-чуть. У меня, да. Как мы их искали, это отдельное приключение. Это, если ты смотришь, спасибо тебе большое, привет тебе большой. Ассоциация коренных малочисленных народов. Это все мы прошли. Спонсоров у нашей поездки не было. Я делал все это из собственного кармана. Состав нашей экспедиции был такой. Я, моя жена, фотограф Сережа Сараханов, очень известный в фотомире фотограф и документалист. Серега, привет. И датский с канадскими корнями татуировщик, тоже достаточно известный в тату-мире, Колин Дейл. Это была отдельная история, как мы пытались туда попасть, потому что, это такая полузакрытая территория на самом деле, потому что там через Берингов пролив и Соединенные Штаты, поэтому... И, значит, Сережа Сараханов, который проживает в Киеве, датчанин с канадским паспортом, значит, это, да, у нас как в анекдоте прям. Собрались русские и это все.
Приключения там были неимоверные. Ну, то есть это открыло мне глаза на очень многие моменты в жизни. Ну, то есть это незабываемое впечатление. В итоге, благодаря нереальным стараниям наших помощников, какой-то, я не знаю, проведению, еще чему-то, мы смогли отснять 4 бабушек. Мы не отсняли оставшихся, к сожалению. В этом году мы должны были вернуться. Мы показали наработанный материал в Ассоциации коренных народов. Они вроде как готовы были стать спонсорами нашей этой поездки. Ну, не то, что спонсорами, оплатить дорогу, да? Ну да. А дорога – это 99% стоимости вообще всех этих мероприятий. В феврале бабушка умерла, которую мы не досняли. Угу. Соответственно, ехать больше незачем, снимать больше некому. Ну, понятно. Это, собственно, то, почему мы очень торопились, да, все это делать, все это снимать. Но вот из того материала, что мы имеем, что мы наснимали в прошлом году, я надеюсь, что все-таки, что где-то к Новому году, после Нового года мы доделаем фильм. Он будет, безусловно, короче, чем мы планировали, но тем не менее. Да, в этом фильме мы покажем этих бабушек, их историю, их татуировки. Потому что это последний... Может быть, мы не нашли еще пару бабушек, которые живут где-то в тундре. Вполне возможно. Но это одни из последних представительниц чукотского, эскимосского народов, которые татуированы. Пройдет еще 5-7 лет, эти бабушки, к сожалению, да, уйдут, как, ну, мы все уходим рано или поздно, и традиция будет мертва. Ну вот, собственно, это было один из главных, это была главная задача — успеть запротоколировать эти нюансы, попытаться с ними поговорить, зачем, почему, какова история. К сожалению, на многие вопросы они не ответили, потому что они были татуированы, когда они были очень молоды. Там кто-то был татуирован в 5 лет, кто-то в 7, кто-то в 9. Какие-то культурные нюансы уже безвозвратно утеряны. То есть этнографы, антропологи, которые занимаются именно этим вопросом, даже там, в Анадыре, рассказали нам гораздо больше, чем сами бабушки. Но, тем не менее, я видел это вживую, этих бабушек, и я очень горд этим. Да. Я вот смотрела такую небольшую, по-моему, все-таки это была передача, но, видимо, это было все-таки Аляска, про то, что молодежь старается сохранить эту этническую татуировку. Почему это происходит там, не происходит у нас? Есть у тебя какие-то предположения? Как будто наш народ как-то не хочет ценить, какую-то культуру свою. Или боится. Не думал об этом? Думал очень много. Понимаешь, я там был. Я не могу тебе объяснить, что такое жить на Чукотке. Это сложно. Я вообще не представляю, я бы сразу умерла. Я аж холода боюсь. Ну, вряд ли нет. Дело не только в холоде. Дело просто в социальном коннекте с оставшимся миром, который как бы есть, но это, тяжело. А представляешь, ты еще с татуированным лицом. Ну да. Ну, то есть, я думаю, что это очень во многом это социальные какие-то моменты. И если там, с той стороны, все-таки государство и социум поддерживает эти моменты, да, кстати, безусловно. Есть целые там программы. Но у нас нет, к сожалению. То же самое в Непале. Мы когда были, мы общались с молодым поколением, с девочками, которые... Вот это ее бабушка, понимаешь? Она очень круто татуирована, у нее спина, ноги, руки, то есть прям бабушке там 89 лет, ты смотришь и думаешь, при том, что татуировки были сделаны, когда ей там было 14, ты смотришь и думаешь, я хочу делать так татуировки, чтобы они через 70 лет вот так выглядели. Unbelievable. И спрашиваешь молодых, почему? Почему вы не хотите? Это же круто. И знаешь, что они отвечают? Они говорят, да, мы хотим татуировки, но только не вот эти, которые у бабушки. Потому что если я приеду в Катманду учиться, все по этим татуировкам поймут, что я из деревни. Ну, понятно, да. И ты такой, правда, вот это, да. На Чукотке тоже очень много таких нюансов. Ну, понятно. Девочки-то в Инстаграме, у них лица-то не татуированные. Тоже интересный вопрос. Про лица мы попозже с тобой чуть-чуть поговорим. Скажи, где-нибудь еще на территории России, где мы можем встретить? Слушай, в основном это Сибирь, безусловно.
Ну, я не знаю, остался ли кто-нибудь или нет. Ну, то есть вот это, правда, стоило нам очень больших трудов. Это поиски. Я знаю, я точно знаю, при том, что есть научная литература по этому поводу, что прям вот совсем в горном Дагестане Неожиданно. есть традиция женского татуирования. Угу. Руки и лицо. Я сам этого не видел, ну, то есть вот представительниц, да, с подобными татуировками, но я знаю литературу, в которой это описано, при том, что дагестанскими же исследователями остался там кто-то или нет, то есть есть прям книга, посвященная этому, татуировка в горном Дагестане. Да, горном, я не знаю, как это правильно произносится. Ну, кто ищет, тот найдет, на самом деле. Ну, хотя Кому бы интересно, упоминание. мы можем там где-нибудь ссылки опубликовать. ИСБН, но он есть, это не, но это не прям библиографическая редкость, я думаю. Ну вот, как бы, например, да, это то, что я знаю, что вот в этом регионе, по крайней мере, это было. Так боюсь, что больше нигде, наверное. А в сторону, в Азию, может быть, где-то на границе? Скорее всего, кто-то приплыл, прискакал на чем-нибудь, показал. Вряд ли прискакал. Может быть, я не знаю. Ну, я не могу сказать, потому что я этого не знаю. Ну, как бы, Алтай, безусловно, ну, все там, принцесса Укока и прочее, но это было очень давно. Вот прям ближайшее то, что можно потрогать и увидеть, ну, скорее всего, нет, ничего уже давно. Поэтому Чукотка была, безусловно, очень интересна, потому что это вот прям последний из могикан. Слушай, кстати, я где-то про традиционный инструмент читал, что там именно прошивали, или нет? Это была одна из тем, опять же, которые мы обсуждали с бабушками. Прошивание – это эскимосская традиция, но, безусловно, с появлением металлических игл для шитья все стало гораздо проще. И бабушки-чукчанки, с которыми мы общались, им всем делали просто иглами. То есть существовало ли именно вот это у чукчей? Ну, скорее всего, наверное, да. То есть это было где-то описано. Конкретно этим бабушкам уже ничего подобного не делали. То есть это делалось просто иглами и втиралась краска. А было какое-то, кстати, объяснение, почему лица и руки? Это отдельная история одного из моих исследований, да, которые я когда-нибудь хочу закончить или как-то донести до мира, потому что этот сюжет, это расположение, эти мотивы, они идут через огромное количество народов, цивилизаций. Посмотри на маори женщин, это татуированные губы, татуированный подбородок. Посмотри на чукчи эскимосов, это татуированный подбородок, это татуированные губы. Маркизские женщины, это татуированные губы. Арабские женщины, эфиопские, это губы, подбородок, руки. Ну, то есть очень часто повторяющиеся расположения, очень часто повторяющиеся мотивы. Это очень интересный этнографический вопрос. Ожидаем ваших новых исследований. Ну, это будет очень не скоро, если когда-нибудь мы не торопимся. будет. Но это было бы прям один из первых вопросов, которые меня интересуют во всех этих поездках, чтении книг. Мне кажется, это все очень сильно, наверное, с историей тоже связано, в принципе, с какими-то событиями, безусловно, да? Тоже я читала, чтобы женщин не воровали, иногда татуировали лица, ну, чтобы, типа, делать их некрасивыми. Не помню, правда, у кого. Кресты на руках, там, по-моему, чтобы мусульмане, вот это вот. Ну, это такое, у меня, честно говоря, немного поверхностное знание, боюсь наврать, поэтому... Я сейчас говорю даже не конкретно о мотивах, ну, но да, просто да. вот, например... Ну, именно вот эти места, которые не закрыть. Руки и лицо, да. При том, что там в океане и в Полинезии, ну, это странно, потому что, ну, там... Они голенькие ходят, в принципе, какая им разница. Ходили, да. Ну, то есть есть некоторые нюансы. Так же, как там в океане шорты, да, то есть вот там пухоро у маори, ребят, малафи или там пеа у самоанских ребят. То есть наполнение разное, форма одинаковая. То есть, так или иначе,
какие-то общие корни так или иначе чувствует. Ну, это... Если бы мы сейчас снимали программу для РЕН-ТВ, какая-то теория заговора, что-то бы мы связали с инопланетянами, но не будем. Ну, я скорее свяжу это с Туром Хейердалом и... проехали. Ладно, будем ждать. Хорошо, давай немножко осветим вопрос. У меня была такая история, я давала какое-то, такое маленькое интервью, и мне сказали, как ты относишься к татуировкам на лице? Я так радикально сначала сказала, что нет, вообще ни в коем случае, а потом такая, когда закончила фразу, понимаю, что ничего я не радикально к этому отношусь, потому что я радикально отношусь именно к людям, которые в наше время делают розовое сердечко под глазом, как первую свою татуировку. Почему? Для меня это странновато. Почему? Не знаю, возможно, потому что образ человека мне совершенно не вязался с этим сердечком. То есть это был такой мальчик, прям айтишник в очочках, и у него это сердечко, это как-то максимально вообще. Возможно. Но ты знаешь, это просто тоже у татуировщиков... определенный вызов. Мне почему-то, знаешь, вот эта вот зона как-то пугает. Вот здесь мне нравится все. А вот именно вот эти щечки, не знаю почему. Мне кажется, ты как будто личность теряешь. Я не помню, кто мне первый сказал эту идею. По-моему, это был Амброс. Либо кто-то другой. Я могу путать. Ребята, извините сейчас. Это поколение селфи. Ты репрезентируешь себя, в максимальной концентрации. Угу. И то, что если у тебя татуировка занимает, 99% твоего тела, в селфи ты это не увидишь. Это гениально. А так ты сразу даешь понять, кто ты, что ты. И вот это все. У меня была такая теория, и догадки. Это только теория, но есть мне кажется, тоже, это интересно. Татуировки для фотки с кофе. Ты берешь стакан, и это где-то вот здесь должно быть красиво. Или вот на руке. То есть, чтобы можно было держать красиво карандаш, сфоткать. Кстати, точно, я об этом не думала. Но в любом случае, даже до появления Инстаграма и это вот этих просто камер... аватарка, репрезентация себя, да. Всё. Но ты помнишь такое, что надо было заслужить? Надо было забиться полностью, и потом ты уже куда-то выходишь. Кажется, что это какая-то зоновская штука? Не знаю, я просто спрашиваю. Это опыт американских коллег. Заслужил ли ты татуировку на лице? У нас любят, конечно, так. Не знаю. Мне кажется, все это какая-то ерунда. По ощущениям. Это глоток свободы какой-то. Татуировка всегда это вызов. Да, вот, кстати, что такое для тебя татуировка? Слушай, это... конкретно о моих татуировках, если говорить, то, безусловно, я говорю, я первую татуировку сделал в 14 лет. Угу. И это было то прекрасное время, в Санкт-Петербурге, по крайней мере, я не знаю, как это было в Москве, когда ты шел по улице, по Невскому проспекту, у меня была татуировка на ноге, да? Угу. Я шел в шортах, и меня видел какой-нибудь чувак, у которого тоже татуировка на ноге. Мы останавливались и начинали разговаривать. У меня же тоже такое было. Чувак, ты где? Да. Все. Это было прям вообще. коннект максимальный. Татуировка на ноге. Понимаешь, какой-то трайбл, Лео Залуета, копированный 358 раз. Это был вызов. Ты ехал в метро, и ты понимал, что 99% все чуваков смотрят на да. твою ногу. Камон. А мне на руку все смотрели, тоже было. Потом начались руки, естественно. Начиналось у меня это так, понимаешь? И это был вызов, 14, все логично. И в 15 это был вызов, потом их стало больше, потом пришло какое-то понимание. Это все история, я закрыл 3 маленькие татуировки, которые у меня были, все остальное пока осталось со мной. Поэтому я не знаю, это что для меня татуировка, это трансформируется, естественно, с пониманием, с моим взрослением, с моим мироощущением. Не знаю, татуировка — это моя жизнь. Вот она. А ты веришь в то, что ты видишь разницу, как меняется человек после того, как у него появилась татуировка? Конечно. Это происходит банально на физиологическом уровне. У тебя большая татуировка на плече. Кожа — это же орган. Угу. Ты начинаешь физиологически по-другому воспринимать, не знаю, температуру, тактильное ощущение. Это ж меняет, тебя. Конечно. На физическом плане, а уж тут, мне кажется, это не паханое поле для
Хотя я думаю, что многие уже там психотерапевты и прочие, ну, исследуют эти моменты, что это очень серьезный вопрос. Вопрос самоуверенности, вопрос избавления от каких-то комплексов, вызова наоборот. Ну, то есть это я немножко стесняюсь говорить такие вещи, но для меня это правда некий шаманизм, так или иначе, всегда, потому что мы работаем с кровью, с болью, ну, с телом, с И вообще человеком. трансформацией просто глобальной получается. Да, мы меняемся энергией, человек отдает нам свою кровь. Ну, это ж вот прям на примитивном уровне очень волнительно. Вот к вопросу о психологии, кстати, я тоже много вообще разговариваю и с психиатрами, и с психологами на эту тему. Я еще готовлю сейчас. А еще, прости, я видел выпуск с тетенькой, я не помню, как ее зовут, по поводу Толстого. А, мама моя, это ж моя мама. Ну-ка. Все, я ничего не буду говорить. Ну расскажи, может быть, ты какие-то подробности расскажешь, или может быть Ну это... да, она там немножко напутала все. Ну расскажи, давай, вот это как раз важно. Толстой был членом экспедиции Крузенштерна. А, ну вот видишь. Вот той самой, которая очень много сделала для всего. Есть вообще книга про него. И на самом деле, то есть, к сожалению, мы не знаем, что у него были за татуировки. То есть то, что они у него были, да. Говорить прям точно, что мы знаем какие, нет, потому что не осталось ни одного рисунка. Все, ну, то есть это человек-легенда, да, это прям какой-то... Ну это именно описание, вот какие-то его. Нету описания, да, то есть ну, именно где-то жизни там его, 13 да, полосок, где-то ага. там 25 полосок, Да, где-то да, 14, ну, то есть где-то, что он делал их все-таки на Аляске, где-то, что он делал их все-таки на Маркизах, при том, что у Крузенштерна есть записи, что Толстой, негодяй, запер татуировщика на 2 дня в каюте и татуировался. Ну, то есть он вообще. на Нука Хива татуировался, это точно записано. Что он делал, мы не знаем. И татуировался ли он после этого на Аляске, как это тоже кто-то описывает. Ну, то есть очень много разрозненных, да, разной информации. Мы не можем сказать прям вот на 100%, потому что фигура, конечно, одиозная. Какой-то прям, ну, я не знаю. Да, он вообще дебошир просто вековой. Да, Это вот, точно. очень крутой. Но вот там, я сейчас не вспомню, но было каких-то пару моментов, которые я такой, а-тя-тя-тя-тя. Нет, это правильно, на Это самом мой, деле. мой вот дурацкий педантизм просто. Это прекрасно, потому что если есть какие-то моменты, я всегда стараюсь Ковыряет узнавать, меня. чтобы конкретнее, потому Твоя что... мама. Моя мама москвовед, поэтому как бы, в Маркизских островах она не очень, но то, что она знает именно из описания там жизни там, каких-то исторических личностей, все это мы стараемся как-то Круто, тоже круто. да, рассказывать. Так что мама тоже участвует. Ну что, у нас опять медитативная нота пошла. Очень про историю я люблю, и я чувствую, наш формат для клиентов перерастает в формат для тех, кто интересуется, да, для тех, кто в теме. И проскользнула немножечко про шаманизм. И я хотела задать вопрос вообще, в принципе, про вдохновение, да, любимый вопрос. Где взять вдохновение, как вдохновиться? Вот в шаманизме, говорят, они использовали вещества. Ну, грибочки там, может, кору какую пожевать. Ты как считаешь, татуировщику стоит вдохновляться такими вещами или можно его откуда-то еще черпать? Стоит ли использовать в этом опыт предков? Есть у тебя какие-то тоже мысли на этот счет? Есть. Так. Во-первых, для меня очень странно, сама формулировка поиск вдохновения. Ну, если у тебя встает такой вопрос, то возникает к тебе масса вопросов. Ну, чувак, если ты не знаешь, где его найти, значит, наверное, ты не знаешь, о чем ты говоришь, может быть, тогда. Я, по-моему, где-то у Миши Колесникова что-то подобное слышал. Ну, мне понравилось, вот, как он это описывает, я не смогу это передать, но вот такого плана, что как бы те, кто вдохновляются и знают, где взять, они не спрашивают, где я. Берешь и делаешь. Ну, как бы да. По поводу всяких веществ, мне кажется, что это проблема. Ни для кого не секрет, да, что вот татуировщик, вот есть какой-то некий такой стереотип, да, я не знаю, я могу себе представить, откуда он вышел, наверное, вот, что это вот такой должен быть пьющий, курящий, вот такой вот, Бородатый. Тут, большой. не обязательно уже бородатый, такая рок-звезда определенная, Да. да, вот это вот все.
Я могу понять, наверное, даже откуда это взялось. И не мне тебе рассказывать, что реально большая проблема татуировщиков, художников, творческих людей – это выгорание. Это иногда замыливание каких-то вещей. Это когда вот то, что мы с тобой говорили, да, ты сделал отличный сеанс с клиентом, ты вот отдался, ты пустой, а ты понимаешь, что завтра тебе предстоит то же самое. Безусловно, алкоголь и наркотики – это самый быстрый способ вот перезарядить эту батарею. Да? Но есть шанс не прийти на следующий сеанс, как это бывает просто с ужасной постоянностью. Это другой вопрос. Это ужасно, это проблема. Я с этим борюсь просто. Нет, я к тому, что, ну, по факту это так. Ну, то да. есть в начале, в каких-то первичных моментах, да, это безусловно, ну, то есть просто вот Типа расслабиться, как это называется, это, да? ну, даже скорее наоборот, ну, подзарядить батарею, эмоционально да. подзарядиться, да, то есть вот какое-то вот это, быстрое, ну, то есть такая быстрая зарядка новых эмоций, потому что, ну, я вот очень, ну, теряю много эмоций именно, да, то есть я вот Ну да, это да, безжизненно. просто пустой уже. Другой момент, ну, и алкоголь, наркотики, это работает, реально, но это работает до поры до времени. А потом наступает момент, когда это начинает отнимать в 2 раза больше, чем это дает. То есть ты пытаешься восстановиться, ну, то есть происходит такой замкнутый круг, да, как я себе это вижу, как работало, например, это у меня, да, то есть я всегда был далек от наркотиков, но у меня были попытки вот таких вот там восстановлений, да, там с алкоголем, с 23 там, до 27, там. Это не работает. Ну, вот, по крайней мере, в моем случае я понимаю, что, ну, да, я могу, ну, прям вот эмоционально, не физически, ну, а именно эмоционально перезарядиться очень быстро. Но это очень быстро, наоборот, ну, такой, тебя высасывает вообще окончательно. Ну, то есть и тут нужно выбирать, либо ты продолжаешь вести рок-стар образ жизни, но тогда это не совсем татуировка, это, да, другой уже немножко образ. Либо ты все-таки, ну, вот делаешь то, что ты делаешь, потому что тебе просто это нравится, и ты не хочешь растрачивать свою энергию на что-то другое. Как можно восстановиться? По-хорошему, водичка, зарядка. Слушай, этот вопрос для меня до сих пор открыт. Потому что я все-таки говорю не про физическую. Да, ну, мы хотя именно... для кого-то и зарядка может быть вполне себе эмоциональной подзарядкой. Просто спорт не мое, например, да, вообще. Я тоже так думала до 30. Не мое. Как спина заболела. Тьфу-тьфу. Все идеально. Для меня это очень банально. Все то же самое искусство, примитивное искусство, искусство океании, искусство Полинезии. Музеи, книги, редкие находки. Вот это все. Это мое. То, от чего горит. Это, да. Это то, от чего горит глаз. Это то, от чего горит глаз в татуировке. Я пытался как-то немножко, может быть, уйти от этого намеренно, потому что, ну, как бы, ну, невозможно же вот это вот всю жизнь вот посвящать этому, потому что если ты не татуируешь, ты читаешь книгу, если ты не читаешь книгу, то ты там вот рассматриваешь чью-то коллекцию. Ну, вот у меня работает это вот так. Я смирился, потому что, ну, как бы вот. Для кого-то это будет скучно, для кого-то нужно идти, ну, я знаю большое количество, опять же, там, татуировщиков, кому нужно с утра сходить в спортзал, сделать крутой воркаут, это их заряжает эмоционально. Тут вопрос просто, ну... Ну, переключается мозг, потому что я личных уже каких-то моментов, вот, но, конечно же, не наркотики и не алкоголь. Ну, вот к вопросу, быстро, не быстро. Я заметила, чем сложнее ты что-то достается тебе, тем оно дольше, ну, какую-то эмоциональную отдачу приносит. Ну, например, мне, по крайней мере, я, ну, люблю тоже всякие, у меня есть фетишистские всякие штучки. Если я прям сильно на это потратилась, ну, там, да, как-то найти, выискивать информацию, как-то это добывать, ты потом такой смотришь и прям, и пошел что-то рисовать.
Ну вот эта эмоциональная наполненность и есть, наверное, вдохновение, в том числе. Да, безусловно. Про что мы говорим? Ты просто сейчас начала говорить, и я сразу начинаю параллели на себя проводить. Да, я охочусь за определенного рода информацией тоже, которая связана с искусством океании, искусством Маркизских островов. И иногда, вот у меня это прям, эти поиски, они принимают даже там какие-то детективные прям обороты, ну, это прям захватывающе интересно. С другой стороны, я понимаю, что это, ну, это вот моя история. Если я расскажу какому-то человеку об этих своих интересах и увлечениях просто сторонним, он скажет, ну, как бы, ну, типа, дебил. Ну да. Поэтому, ну да, каждому свое, да, безусловно. Переключаться нужно. Кто-то уезжает на какое-то время куда-то в другие страны, кто-то проводит время с семьей. Это обязательно, потому что замыливание и выгорание – это реальная проблема татуировщиков. Реальная проблема татуировщиков – это вот страдает твоя семейная жизнь от того, чем ты занимаешься. Ну, мой муж, он абсолютно помешан на своем, чем он занимается, и поэтому мы оба такие сбалансированы. Нормально. Не, я очень благодарен своей жене и прям преклоняюсь перед ней. На Чукотку-то поехать, кстати. А ты думаешь, это просто? Я и говорю, что, мне кажется, это вообще... Нет, просто она меня, может быть, даже, мне кажется, не всегда понимает, но как бы доверяет и такая, я не понимаю, что ты там задумал, но окей. Ну, это же самое вообще крутое. Доверие, да, отсутствие какого-то страха. Я, безусловно, частично страдаю, что, ну, одна из моих проблем, которую я как-то пытаюсь решить, что я понимаю, что я не уделяю им достаточного, на мой взгляд, да, внимания там, сыну и жене. Потому что, ну, банально, да, мы можем разговаривать, и вдруг у меня там... Так это же нормально. Мысль ушла, и я такой, о, вот в этой работе можно. Дорогая, что ты говорила, прости? Маша, типа, ну, окей, ладно, ну, я поняла. Но, с другой стороны, мне кажется, это в том числе, за что она тебя любит, скорее всего. Это настолько вот, ну, как бы, вот моя история, что я могу что-то там, ну... То есть я настолько безалаберен, мне кажется, в каких-то там бытовых вещах, и то есть она мне говорит периодически, что у меня 2 сына, ну то есть прям... Ага, ку-ку. Все. Ну задумался, бывает. Да, постоянно. Ну хорошо, давай немножечко подытоживать. На такой мы с тобой классной ноте заканчиваем. Мне бы хотелось услышать от тебя какой-то совет начинающим мастерам и, может быть, какое-то твое пожелание тату-культуре в принципе. Что ты вот думаешь, куда бы тебе хотелось, чтобы все это развивалось? Куда мне хотелось, я пойду. Угу. И, возможно, поведешь за собой своих подаванчиков. Если им это будет нужно, с удовольствием. Нужно ли? Сидит, улыбается. Если им будет нужно, да. Если кому-то что-то будет нужно, ну, я достаточно открытый на самом деле человек, хоть могу производить впечатление какого-то там. Если у кого-то есть какие-то вопросы относительно стиля, относительно там каких-то нюансов, я всегда открыт на них ответить, если это только носит воспитанный, уважительный характер, например. Кстати. Да? Да, это важно. А что вот это значит? Ну, там, или там, привет, ну, пишет мне человек, который на 15 лет моложе меня. Бро, ну давай чуть-чуть вот, ну, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, как бы, все отлично. У меня есть маленький момент, тоже такой. Это какой-то, я не знаю, ну, психологический, не психологический момент. Мне иногда тяжело писать. Общаться с клиентами, с людьми, которые мне задают какой-то вопрос, тяжело писать, ну, очень тяжело писать, я согласна. Ну, для меня это прямо пытка и проблема бывает. То есть, может быть, это вопрос вот этой эмоциональной опустошенности после сеансов. Ну, то есть, я не знаю, с чем это связать, но вот у меня реально есть такая проблема, и иногда я знаю, что, ну, там,
некоторые там, о, Бабахин вот такой вот чувак, который, ну вот я ему там 2 раза письмо писал, а он не ответил. И мне так стыдно за, ну, вот такие случаи, они иногда бывают. Ну, Мне кто-то бывает, иногда конечно. пишет, и я такой вот в перерыве между сеансами Посмотрел, прочитал. И всё. забыл. И Бывает, забыл. бывает. Или там отвечу вечером. Да. Ну и, естественно, все. То есть вот дисциплина очень важный момент в том, чем мы занимаемся. Вот прям завести себе определенное, четкое время, которое ты потратишь на общение с клиентами, подробно, вежливо, с просто людьми, интересующимися. Да? Я над этим работаю. У меня это не очень хорошо получается, но это один из моментов, над которыми я работаю. Совет, наверное, вот такой: все время работать над собой. Если тебе действительно это интересно, если тебе действительно это важно, не лениться. Все время держать в голове вот тот маячок, зачем ты это делаешь, и пытаться... И можно я добавлю от себя честно смотреть, да, на то, что тебе нравится? Потому что некоторые иногда живут в иллюзии, в каких-то мне кажется, стереотипах. ты знаешь, что так или иначе с самим собой все же честны. Не думаю. Просто кто-то может это сказать, а кто-то такой, ладно. Да. Все нормально. Я не знаю, но это тоже, слушай, очень большого мужества тоже стоит, мне кажется, в первую очередь быть честным с собой, сказать, вот тут, конечно, я мудак. Но это же можно исправить, правильно? Всегда что-то можно исправить. Попросить прощения вовремя, в следующий раз поступить по-другому. Все возможно, мне кажется. Было бы желание. Это такое вот, точно, я завтра проснусь и отвечу на это письмо. Бывает. А завтра такой, клиент ждет 15 минут. Ты составил себе тайминг, вот через неделю отвечу. Тайминг, и записывать ручкой в записную книжку. Супер. Ладно, закончим на позитивной ноте. Спасибо тебе большое за наше классное интервью. Спасибо за приглашение. Я прям очень рада, что мы собрались. Я надеюсь, это было не скучно, не утомительно, и надеюсь, что кто-то что-то для себя вынесет. Я думаю, нам люди напишут в комментариях. Не забывайте об этом. Вы можете задавать вопросы напрямую Дмитрию, мы будем спрашивать, отвечать. Можно тебе в аккаунт. Лучше приходите в гости. Приходите в гости. Да, кстати, вот это самое лучшее. На конвенциях, вот мы все время говорим, призываем людей ходить на конвенции. Да. Вы можете встретиться с мастером здесь лично, поговорить, и будет вам счастье. А с вами была Елена Баски, Дмитрий Бабахин. Ссылки мы оставим там внизу, не в шапке, а там, наоборот, в обуви профиля. Ставьте лайки, комментарии. Колокольчики, колокольчики, я знаю это слово. бубенцы.